Меня зовут Эрнест Сулейманов, мне 55 лет. Я жил в Симферополе, в Крыму. Покинул его через 2 недели после псевдореферендума, потому что существовала реальная угроза в моей жизни. Сейчас я живу в Варшаве. Открыл ресторан с семьей. Ресторан называется «Крым». Находится он напротив посольства Российской Федерации. Это наш способ борьбы, чтобы они знали, видели каждый день. У них это было как бельмо на глазу, что Крым не их, никогда не будет их. И Крым не согласится с оккупацией. И мы будем бороться, что это земля крымских татар, и Крым есть Украина. Начинать на новом месте что-то, новую жизнь от нуля, это всегда тяжело. У нас все ребята, которые вынуждены были уехать из Крыма в мобилизацию. Дядька, первый чек, скажи, Уезжают улицами, уезжают микрорайонами, уезжают много крымских татар. У меня уже на тот момент, когда я уезжал, была повестка на руках. Я сам не знал, выпустят меня вообще или нет. Потому что если бы я остался, то меня, скорее всего, 100% забрали бы. И там уже точка невозврата, так сказать. У меня у многих знакомых были случаи, что так переносили повестку, но многие как-то старались избегать этого. Также вот по состоянию здоровья кто-то просто не является военкоматом. У кого-то это проходит такой номер, у кого-то нет. Вот у меня знакомых, которые, у них вот там друзья, товарищи, которые отправили туда и по итогу просто привезли тела молодых парней. И такое было. Остался папа. Я его с 2014 года не видел. Мама умерла 2 года назад. Я не могу. Вы меня заставляете вспоминать столько всего, но... Вся история крымских татар и России, она связана с тем, что крымские татары покидают Крым. У меня нету бабушек, дедушек, я их никогда не знал, они погибли в 1944 году. В каждой семье, скажу так, опять же, моя семья, чтобы не быть голословным, из 7 детей только 3 выжило у моего отца. У мамы только 1 мама из 5. То же самое сейчас происходит. Сколько судеб поломалось, сколько людей вынуждены покинуть дома, не знают, где видеть свое будущее. История повторяется. Я жил в Крыму и хотел достроить дом свой в Симферополе, планировал свое будущее у себя на родине, в Крыму, и думал, поработаю какое-то время в Киеве, закончатся мои рабочие вот эти все проекты, и я вернусь окончательно. И как раз был Майдан, я был на Майдане с первых дней до последнего, встречал группы, размещал их, когда услышал, что
происходит событие напротив Верховной Рады Крыма, в Симферополе. Я на следующий день побежал на работу и сказал, что я должен быть там, в Крыму, у себя дома. Мы здесь стоим для того, чтобы Крым всегда принадлежал Украине и в основном крымским татарам, потому что это наша родина, наша земля. Я туда пришел уже на следующий день после противостояния крымских татар, и там были русские, казаки, все эти. А потом узнали, что здание Совмина захватили, какие-то зеленые человечки. Я уже понимал, что это были все-таки русские. Я пришел, посмотрел, что обезглавлено вот это проведение митингов, никто не проводит, никто не организовывает, все так стихийно происходило. Ну и мы решили немножечко как бы собрать нас, и мы определяли время, мы давали интервью. Я призываю всех крымчан, всех национальностей, которые уже определились 20 лет назад, что Крым – это территория Украины, и мы никакого участия в референдуме не собираемся принимать. Крым – Украина! Крым – Украина! Крым – Украина! Крым – Украина! Я не планировал оттуда уезжать, я думал, какое-то время еще побуду. И потом дошло до того, что мне журналисты прислали фотографии, на которых были вывешены листовки с моим изображением, и там было написано, что Эрнест Сулейманов разыскивается, он Евромайдан, ведь вы понимаете, в Крыму, как и там в Луганске, Донецке, это как бандеровец, как какой-то там преступник, и вот написано было, что надо меня задержать, и просят сообщить милиции или казакам, но милиция уже была с оккупантами. И когда везде по улицам идешь и видишь свое изображение, ты понимаешь, что в любой момент тебя могут схватить, и чувствуешь реальную угрозу. Пришла та точка, когда надо принимать решение и надо покидать Крым. Я помню, я бежал вот по первому перрону за поездом, и начали выходить с вагонов эти казаки, они осмотры вели. Я извиняюсь, уважаемые. Я подбегаю к последнему вагону, стоит проводник, говорит: билет, билет. Я говорю: есть билет, я вам сейчас покажу.
Я запрыгиваю, бегу в этот вагон. И так я покинул Крым. Я вынужден был покинуть. Я считаю, что если бы я остался, действительно, не знаю, что произошло бы, но ничего хорошего однозначно. Мне очень жалко, что мы не смогли предотвратить это. Потому что мне больше всего жалко было тех молодых ребят, которые родились и выросли в Украине уже. И они были очень за Украину, и они не вынуждены были там остаться. Мне это больше всего жалко. Я Ренат Параламов, мне 37 лет, всю свою сознательную жизнь прожил в Автономной Республике Крым. Я занимался программированием. После аннексии Крыма фирма была вынуждена закрыться из-за санкций. Переехал в Нижнегорский район и работал продавцом на рынке. Торговал в основном так называемыми 1000 мелочами. Там было все. От А до Я, как говорится. В конце марта приехал на территорию Германии, в город Бремен. Этот район называется район Группелинга. В основном тут проживают приезжие. Очень много турков, арабов, курдов, афганцев. Приезжие, да, короче, как в Германии называют, аусландеры, да, мигранты, или как это правильно сказать. Опа, снимай. В декабре получилось снять жилье, и сейчас вот живем в трехкомнатной квартире с 4 детьми, и я с супругой вместе. Дети ходят в школу, все 4, я хожу на интеграционные курсы. Ну, чуть язык надо изучить, и выйти на работу, и, как говорится, содержать свою семью, уже дальше жить. Я здесь чувствую себя гостем. Я здесь не дома. Это чувство изменить очень сложно. И, естественно, когда ты гость, ты хочешь домой вернуться, рано или поздно. Скажи. Едем в Симферополь, скорее всего. Ага, мы за тобой. Нет, за мной ехать нельзя, сказали. Может, поедем в Нижнегорский ровно сюда. Или в Симферополь. Это был осмотр. Че, лица прячем, да, от народа? Успокойся. Что? Лица прячем от народа. Ренат, мы за тобой. Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Меня сразу наручники одели, мешок на голову одели, и уже куда мы ехали, я не знаю, там около часа с лишним мы ехали. Там, когда начали допрашивать меня, начали требовать, ну это в дальнейшем уже, чтобы я с ними сотрудничал, чтобы я им рассказывал, что как в Нижнегорском районе происходит. Их, так скажем,
шпионом, или как это правильно сказать, стукачом был. Они меня завели, все, мешок с головы не, как говорится, да, вот как я сел в машину, в мешке был, и до того, как меня отпустили, мешок не снимали, и в наручниках был. За руку тянули, он мне говорил, пригнись там и так далее. Посадил, говорит, понял, зачем шел? Я говорю, нет, не понял. Ну, если ты не понимаешь, тогда мы будем с тобой по-другому. Завязали мои руки за спину скотчем, ноги до коленей скотчем закрутили тоже, положили лицом на пол, стянули штаны и об ягодицы подключали 2 провода и периодически что-то крутили. Я слышал звук, то, что вот, как динамо-машина вот, крутили, и меня било током. Потом я как бы сквозь... И при этом, когда это все происходило, люди давили на меня сверху. Несколько человек. Один голову давил, другой на тело давил. Ну, двигаться невозможно было. Потом я как бы согласился. Все, что надо, скажу, где надо, подпишу, сказал. Они меня подняли, обратно начали спрашивать, знаешь этого, знаешь того. Я некоторых вообще не знал, кого-то знал, может. Я говорил, не знаю. Они говорят, ну, если ты ничего не понял, еще раз то же самое сделали. Заново связали, положили, но при этом уже полотенце, чтобы я сильно не кричал, через рот провязали, вот как уздечку, как на лошадь, и начали бить. Но бить уже намного больнее было, намного дольше держали, аж ну, в голове что-то там крутило. Это ну, тяжко было. Я начал кричать, чтобы я не кричал, он потянул эту уздечку на себя и меня отключило просто. Я в себя пришел, когда мне на лицо воду налили через некоторое время, там, я не знаю точно сколько. Но после этого я не мог закрыть рот и не мог говорить. Меня, я не знаю, что-то свело или что произошло, просто вот такая ситуация произошла. Они меня посадили, испугались, посадили, начали что-то спрашивать, я только угукал и все, и пальцами мог что-то показать. Говорить я не мог. Сделали укол в руки, сделали укол, я сейчас по чернильности не могу вам сказать, в руки, в ягодицы сделали укол, вызвали доктора, доктор в небо куда-то укол сделал, сказал, что я вру, что я симулирую. После этого доктор ушел, они меня заново побили кулаками, обратно все так же, как говорится, руки, ноги связали и обратно током начали бить. В процессе где-то это плюс-минус 3-4 часа прошло после вот того, как меня свело, как говорится, ну, рот перестал закрываться. И после того, как повторно сделали, 3-4, может 5 часов, там времени не было, я не могу, примерно я говорю, да, уже чуть отпускало. И начали бить обратно током, ну, в этот раз уже намного сильнее. Я уже, как говорится, думал, уже все, короче. И... Я, короче, решил подписать, согласился, как-то им огукнул. Они особо не слышали, прикалывались, издевались, материли, угрожали семье, детям, жене, брату, матери, всем, тестю, теще. Я уже думал, все, короче. Я начал молиться про себя. И перестал кричать. Они остановились после этого. Посадили меня на колени. Что-то передо мной поставили. Я в это время все время был в мешке, из-за этого ничего не видел, что это было. Так как штаны были стянуты, ягодицы открыты, они капнули что-то и начали рассказывать, то, что есть такие моменты, как трубу засовывают, колючую проволоку в трубу, там, внутренности наружу выворачивают, потом палкой насилуют, там, и так далее, и тому подобное. И какой-то гель капнули холодное на ягодицу и сказали, сейчас мы будем это все практиковать, короче, в таком ракурсе. Я попытался им, ты согласен, нет, они меня спрашивают. Я
как могу огукую, ну, уже чуть речь появлялась, но все равно не то. Они еще прикалывались, ну, как, четко говори. Ну, в результате они оставили. Когда я согласился, головой кивал, там, что только мог, давал знаки, что я согласен. Подписать и рассказать, что надо, на кого надо, наклеветать и так далее и тому подобное. Они развязали, посадили меня обратно на стульчик. Просидел я какое-то время, успокоился, в себя пришел. После этого дали бумаги какие-то подписать, и что там написано, я ничего не знал. Просто вот маску приоткрывали чуть-чуть, где именно подпись надо поставить. Я подпись ставил в наручниках, как мог. Иногда, я помню, ну, половина бумаги пустые были, по крайней мере, и это я тоже помню. Везде подписи поставил, где они сказали. И после этого они говорят, все, теперь ты, как говорится, с нами. Вы отвезли меня в районе Кубанки, это около Свободы, автовокзала, выкинули там. Салам алейкум. И сказали, жди дальнейшей инструкции. Ты будешь на нас работать, будешь передавать то, что нам надо, периодически с тобой будут связываться, телефон всегда держи при себе. Если что-то будешь хитрить, то получается по статье тротил уже пойдешь, как сказать, уже сядешь, короче. Вообще, то, что я говорил людей, это меня очень сильно, как сказать вам, не давало покоя. Я решил, ну, то, что тут находиться нельзя, потому что это надо было оглашать. Здравствуйте. Я Параламов Ренат, 86-го года рождения. Проживал на тот момент в Крыму, в ПГТ Нижнегорск, улица Красноармейская, 45. Являюсь женатым, отцом 4 детей. Имею высшее образование по специальности программист. В Крыму таких случаев не единицы, их очень много. И Ренат стал, как можно сказать, первопроходцем, тот, кто открыто об этом заявил. Ренат, возможно, избежал участи Ришата Аметова или Ирвины Ибрагимова, которых первого после похищения нашли мертвым, со следами пыток. Судьбы второго до сих пор ничего не известно. И сколько таких случаев еще в Крыму, все они под большим знаком вопроса. То, что сегодня происходит, это классические политические репрессии, это такая невидимая депортация, только в таких иных гибридных методах. Алло. Алло. Ассаляму алейкум рахматуллахи ва тааля баракатух. Валейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракатух. Зекетовичка, насылсыныз? У меня к тебе вопросы кое-какие будут. Ты дома? Можно ли к тебе приехать? Келин, конечно, келин, Зекетам. Идемте заодно уйле хавесыны ичермыз, иншаллах. Иншаллах. Давайте, жду, Зекеташечка. Ага, давай, приеду. Яршы, Зекетам. Корушкенже. Я Мумине Салиева, мне 38 лет, я мама 4 прекрасных детей. Мы живем в Крыму, в историческом городе Бахчисарае. Я соискатель степени кандидата экономических наук, аспирант. И с 2017 года я начала плотно заниматься журналисткой, правозащитной деятельностью и помогать сотням детей заключенных, оставшихся сиротами при живых отцах. У нас бабушка специалист по приготовлению кофе.
Ты видела там фотографию в альбоме со свиданием, где бабушка? Да. Бабушка и там всех приучил кофе пить. Да. А помешивать надо, нет? Надо. Мы с Ираном познакомились в 2004 году. Я оканчивала экономику, и он меня особо не впечатлил, потому что вот то, как мне каждый раз говорили родители, что вот образ твоего мужа – это фактически парень в пиджаке с галстуком, что-то сродни профессору, а тут стоял современный парень с такой крутой стильной прической. И наши взгляды тогда соприкоснулись. С тех пор Сейран меня каждый вечер ждал в коридоре и каждый раз искал повод. Девушка, может, вам сумку нужно помочь донести до остановки? Давайте я вас проведу. А как вас зовут? Такой молодой парень, веселый, душа компании, человек-праздник. Я папе сказала: баба, ты знаешь, возможно, он не профессор, у него нет таких достижений в науке, как есть у меня, но у него есть стержень, у него есть искренность, и у него есть желание, рвение познавать, узнавать больше. И я за таким человеком буду как за каменной стеной. И в 2006 году мы поженились. А нам и пришли. Как дела? Как учеба? Ну, сыночек. Как отучилась? Давайте руки мойте, кушать, я уже приготовилась. Мы с супругом с трепетом создавали нашу семью. Он мне помогал и ночами, когда дети плакали, и качал, и брал на руки, и пел песни, и так усыплял их. Была полная гармония, идиллия во всем. Конфетки. Сучка, чай налить тебе? Да, Пусть Салих нальет. Только ты конфетки не бери, тебе конфетки нельзя. Хорошо? Хорошо, на. Ты можешь взять... Будешь такой? Положи тебе немножко. Да, чуть-чуть, она, пожалуйста. Вот и пришли наши так называемые защитники. Раз, два, раз, два. Вот очередной обыск в доме у родителей Джамаденова Эмиля. Не сидится им спокойно. Надо же людям жизнь попортить. Жил себе спокойно человек, занимался торговлей, оказался в один миг террористом. Правоохранительные органы называют это оперативно-следственными мероприятиями. Но мы и коллеги-правозащитники говорим о массовых облавах. Все, спокойно, отошли. Проклятые ваши дети! Потомки, я вас просто ненавижу! Давайте, покидайте. Ну окей, Зульфия! Мама ваша дочка! Мам, я вас прошу, что вы, мам! Когда к мирным жителям в 5 утра, ломая окна, двери, вырываются российские силовики. Смотрите на детей. Вот, брат, смотри, вот девочка плачет. Девочка плачет, отца забрали у нее. Субханаллах. Смотрите на этого пацана. В чем он виноват? Субханаллах. Вот его слезы. Пусть они проклятием против них же обернутся.
После 2014 года, когда уже начались первые аресты, первые уголовные дела, муж уезжал, утром, вечером приезжал и, приходя, мне рассказывал о том, что появились первые семьи, первые дети, которые лишены отцов. И зачастую меня с собой брал. Его только что увезли. Слышно, как плачет дочка. Аллах сделай так, чтобы он вернулся, Диана. Мы будем делать дуа, много дуа будем читать. Мама, и мама, как вернется, уже нас слышит, да, мама? Аллах. С самого начала активной деятельности Сейрана я всегда была рядом с ним и поддерживала его в гражданской журналистике, во взаимодействии с семьями политзаключенных, в предоставлении им различной помощи. Чё, как вы? Чего у вас глаза красные? У нас, как всегда, свои проблемы. Мемету посадили опять в помещение камерного типа на 3 месяца, потом на год в СУС сказали. Строгие условия содержания. Поэтому не знаю, что нам делать, как нам быть, куда можно обратиться, как сказать, нужен твой совет. Там вообще касательно статьи 205.5 они прекрасно понимают, что крымские процессы, все кейсы, абсолютно все, политически мотивированы. Поэтому это классический сценарий давления на ребят. То есть лишение свободы – это не конечная инстанция. Теперь я вам расскажу алгоритм, который нужно будет делать. Вот вы сейчас говорите адвоката. Иншаллах, постараемся, чтобы адвокат его посетил. Но адвокат – это, как вам сказать, не универсальная таблетка. То есть в основе он и вы должны быть готовы к тому, что вы будете бороться. То есть это самое главное, что вы готовы бороться. Да, вот у нас кесым, иншаллах. Иншаллах, да. Кесым, миозом, лесом. Сюда. Как-то держимся, да? Да, Сашечка, Ой, смотри, а это что тут? Ты посмотри. Телефон кино, посмотри. Первые потрясения общественности Бахчисарая, когда прошла массовая волна обысков в домах бизнесмена, строителя, известного повара, стоматолога. Ребята, у нас здесь машины приехали без номеров, без шевронов, под домом с автоматом стоят. Узнайте, пожалуйста, кто это такие? Можно вас попросить поговорить? Выйдите, пожалуйста, чего вы боитесь? Выйдите, мы хотим узнать, что происходит. Мы живем в правовом государстве. Будьте любезны. В 1944 году точно так же все было. Без объяснений. Просто повесили клеймо предателя. Сегодня вешаем клеймо террористы. Что будет завтра? Это действительно повергло Бахчисарай в шок. Вон из Крыма, вон! Поехали на соседнюю улицу еще на один обыск.
тогда муж поехал в местную мечеть и в громкоговоритель произнес о том, что уважаемые жители, соотечественники, в домах таких-то, таких-то крымских татар происходят обыски. Их несправедливо посадили в места лишения свободы. И их сейчас нету с нами. Я бы хотел, чтобы каждый об этом помнил. И каждый своих дуа, когда читает, пусть Аллах даст терпения их семьям и скорейшего возвращения их мужей к ним самим. Они сейчас вместе с нами, их жены. Пусть Аллах возвратит их семьям, иншаллах. Амин. Аллахумма ахфир лана дунубана ва туб алейна иннака анта таввабу гафур рахим. Аллахумма аиззил ислам валь муслимин. وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ثبت قلوبنا واقدامنا واجعلنا من المسلمين. И вот тогда в отношении мужа было возбуждено первое административное дело производства, штраф за организацию несанкционированного митинга. Мы с мужем обсуждали о том, что это первые сигналы, которые направлены на активистов для того, чтобы остановить их деятельность, либо выдворить за пределы Крыма. И после этого у нас снова были дискуссии относительно того, готов ли он к тому, что произойдет переформатирование административных делопроизводств, и это выльется уже в уголовное дело. И он у меня спросил: а ты готова? Я ему сказала: если готов ты, то я готова. Я по его глазам поняла, что он готов. Алло. Алло, селям алейкум, Эльвирочка. Да, Селям алейкум, селям алейташка. Как вы? Ничего, шкур, хотела узнать, что у вас там по поводу этого. Да. Рустем собирался же на лечение ехать, что там? Ой, Алета, не знаю, мы вот поехали здесь, одного врача нам тоже посоветовали. Просто переживаю сейчас тоже. Ну да, все ортопеды это говорят. Там торопиться на самом деле не стоит, особенно что касается коленного сустава, очень проблематично потом. Да. Не, ну приедешь сюда на консультацию, пообщаемся, посмотрим, что они как бы здесь скажут. У вас что там, у меня это Ничего, мы ждем это. Мы ждем, мы в Крым хотим вернуться, ждем вот когда там наконец все гады уйдут. Да, пусть чемоданы собирают, скажи, все мы... Пусть чемоданы собирают и это... Через мост бегут, потому что скоро моста не будет. Угу. Короче, Эльвира, я тогда жду там, что вы с Рустемом решите, и потом по препаратам, если надо будет, тогда как бы наберешь, потому что отсюда, когда едут, можно будет отправить, если что. Джумля, там, амоптым джаном, ага. Я, Алия Щитакова, работала главным врачом детской инфекционной больницы в Крыму. Была вынуждена покинуть родину. На сегодняшний день я нахожусь в Турции и помогаю своим соотечественникам, не только крымским татарам, также и украинцам, и нашим раненым солдатам. Пережить это страшное время настолько, насколько я могу это сделать. У меня даже не было чемодана, когда я уезжала, потому что все было настолько спонтанно. То есть у меня в руках была просто вот сумочка, с которой я пришла на работу. И после как бы обыска все было так, скажем так, жестко, не очень прилично, что, лучше всего я решила этот вопрос так. То есть выбора не было, уезжать или нет. Решение было принято сразу, учитывая, насколько жестко проходило собеседование.
Выбора не было. А моя бабушка с сестрами, с мамой и с маленьким племянником, в общем, они были погружены в 5 утра, как и все, всем селом в машины, вывезены на вокзал и там посажены в скотные вагоны. Бабушка в 14 лет начала валить лес. У них не было ни одежды, ни обуви. Мама ее не выдержала. Буквально через 3-4 месяца она там просто умерла. Она заболела и умерла. И моя бабушка осталась вот с 2 маленькими сестренками. Их забрали в детский дом, когда умерла мамина, бабушкина мама. Их забрали в детский дом. А бабушка валила лес. Просто я когда говорю, у меня стоит перед лицом, перед глазами бабушка, я не могу. Это очень тяжелые воспоминания, наверное, для всех, не только для меня, а для каждого татарина, потому что абсолютно все прошли такое тяжелое время. Все, кто меня знает, знают, что я доктор, и, соответственно, все просто начали присылать мне свои документы и спрашивать, а как вот можно полечиться? Вот у меня там тяжело болен там брат, сват, дядя. Изучила, что есть, как оказывается медицинская помощь в Турции, просмотрела клиники, сдала экзамен, получила сертификат по турецкому языку и начала заниматься лечебной деятельностью, скажем так. Естественно, это все происходит бесплатно. Допустим, если нам отказывают в государственных клиниках, тогда мы просто собираем деньги, как бы что-то сами выделяем, как-то проводим sбор. Varlık fonu var. Evet. Şu varlık fonunun da temsilcisiyim burada Ankara'da. Burada siz temsilcisiniz. Tamam, sizin adresinizi Evet. alayım ya, ben hanıma vereyim. Çünkü Tamam. Ukrayna elçiliğine falan bir sürü yardımlar gönderdik ya. Hala gönderiyoruz. Ha, çok güzel. Kıyafetler, Tamam, onlar bunlar tamam. falan. Yani hanım zaten müthiş bir Ukrayna milliyetçisi ya. Para var. Tamam, çok güzel. Bir hal olduk yani. Gerçek söylüyorum. Acayip Bizim- destekliyoruz. Gel. Bizim hastamız da украинские askeri. То, чем я всегда занималась, в принципе, продолжилось. Süper. Hızınız, adımlamalarınız, her şey yerinde. Два солдатика приехали сюда на реабилитацию. Один кадровый офицер, который с 2014 года принимает участие в военных действиях, который получил тяжелое ранение в Волновахе. Также еще один солдатик, он также получил ранение. Это просто как бы доброволец, который после 24 февраля самопризвался. И также буквально на 20-й день он был ранен. Также он здесь проходит реабилитацию. Ему был прооперирован позвоночник. То есть у него тоже были там множественные проблемы со здоровьем. Ну, как бы до сих пор вот проходит реабилитацию, лечится. Az sonra burada bir gerginlik hissedecek. Gerginliği hissettiği an lütfen bana söylesin, o benim sınırım olacak. Başlıyorum. Как только ты почувствуешь, что сильно больно и сильно напряжено, скажешь. Tamam. Тянулась, как спираль. Hissettiği yerden çok hafif daha ileri yatıp burada bekliyorum. Yaklaşık bir dakika kadar bu pozisyonda Мышцы kalmam тянет он тебя, gerekiyor. понял? Eğer çok rahatsızlık duyarsa lütfen beni uyarsın. Aynen, oralarda bir gerginlik hissedecek. Как струна натянулась. Ну вот таким образом ее надо будет разрабатывать. Şimdi bunun için de ayak bileğini yukarıya doğru iteceğim. Bu sefer aşağı tarafta birazcık gerginlik hissedecek. Başlıyorum. Kendisi serbest olabilir. Dizini Ты çok fazla свободно bağlı. держи ногу, он сам сделает. Devam. Дави так, чтобы тебе просто больно не было. Devam. Süper. Максимально, но чтобы Devam. не до боли. Devam. Süper.
Devam. Biraz daha kuvvetli. На сегодняшний день страшно осознавать, что тогда это было в скотных вагонах, то сегодня это людей вынуждают выезжать из своих... И это, как бы, извините, 21 век, и коренной народ вынуждают выехать по различным мотивам из своего дома. Это на самом деле это просто тихая депортация. Я просыпаюсь и засыпаю с одной только мыслью, как можно быстрее вот изыскать ту возможность, и чтобы, что называется, хотя бы пешком и назад. Я Седамет Мустафаев, мне 50 лет. Большую часть жизни я прожил в Крыму. Родился я в городе Фергана в Узбекистане, еще в Советском Союзе, в Советском Узбекистане. Мой отец трехлетним ребенком вот как бы был засунут в этот вагон с матерью и с младшей сестрой. Отца даже снимали с станции, то есть он должен был, в общем-то, погибнуть, но его вот спасли соседские пацаны, его обратно в вагон затащили, а его уже спустили, потому что он все очень, ну, как бы, еле-еле признаки жизни подал. В 92-м году, то есть вот мне было 19 лет, и мы как бы, вот я перевелся в Крым и стал учиться там уже. Ну, первое главное, что было для нас значимым для всех, это свой дом. Ни один крымский татарин без дома себя нормально не чувствует. С 2000 года по 2014 год я преподавал в Крымском инженерно-педагогическом университете. Работал на кафедре психологии, выпустил очень большое количество наших студентов. Вот. И в 2014 году как бы был вынужден уже уйти. С этого момента все, моя преподавательская, собственно, карьера была закончена. Я видел, что среди студентов, которые напичканы уже, появились те, которые, что называется, стали с осторожностью слушать любимого Седамета Мустафаевича. Я это тоже, конечно, видел, но я не считал ненужным как бы умалчивать, потому что происходят нехорошие события, и это не норма. А вы люди, вы высшее образование пришли получать, поэтому включайте критическое мышление и думайте так, как хотите, но старайтесь хотя бы осмыслять. И получилось следующее, что против меня уже несколько писем написали, я знал об этом, мне сообщили. 1 мая нас повели на парад под триколорами. Нам сказали идти. Нет, я под ними не шел. Никогда в жизни я под ними не смог бы идти. Я дошел до нашей площади Амитхана Султана, это центральный рынок. И вот оттуда должна была колонна КИПУ двинуться.
И вот наш декан, и все, они собрали, всем как бы там пистонов вставили, всех предупредили, что неявка будет там чревата выговорами строгими. И когда мне декан сказал, куда вы ушли, я сказал, я вот в этом шабаше участвовать точно не буду. И ты меня никогда никак не заставишь. Ну и как бы я развернулся, ушел, на следующий день мне там очередной выговор уже дали. И когда последнее было собрание нашего учебного коллектива, по нашей кафедре разбор шел с проректорами, они вынесли вердикт, что я не нужен. И как вот мне там они прям сидя сказали, что нам ваша теперь Украина, она уже как бы никогда не вернется. Вот. Но они меня все проголосовали за то, несмотря на то, что вся моя кафедра жестко и четко за меня. Спасибо им, конечно. Тогда они меня все поддержали, но тем не менее все проректора высказали вот такую точку зрения, что вы нам не нужны. Конечно, мне хотелось преподавать, потому что я это умел делать. Но я также прекрасно понимал, что ни один работодатель, конечно же, не захочет иметь дело с вот этим вот Мустафаевым, который там, что называется, непонятные вещи, ругает вот эту новую власть. Я очень плохо воспринимал всю ту чернь, которая произошла с людьми, которых я знал. Вот я видел тысячи людей, знакомых, хороших детишек, хороших людей, которые превратились в то, с чем я не хочу вообще ничего больше иметь. Мне четко сказали, следующий ты. Но вот как бы на очереди точно будешь следующий ты. И поэтому я уже понял, что а что мне теперь? Хорошо, откровенно говорить я уже не буду иметь возможности. А, например, именно сидеть сейчас, именно вот сесть сейчас, когда, скорее всего, будет интенсифицироваться вся вот эта вот ерунда, я решил, что нужно уходить. И вот с того года, вот это было, наверное, где-то 21 год, где-то вот с октября месяца я уже четко начал продумывать то, что мне нужно уезжать. В общем-то, когда я выезжал, да, я уже был готов. Морально я был готов к тому, что да, все, Седомет, теперь будет достаточно суровый период жизни, включай все свои ресурсы и выживай. Ой, я даже вот сейчас прям вспоминаю, я даже вспоминать не хочу. Мой организм просто пытается защититься от этого, потому что я жил в комнате, в каморочке, там стояли 4 ярусные кровати, и нас там жило 4. То есть я и со мною подселили мне 3 парней из Афганистана. Вот. И мы там 4 вот друг на дружке, что называется, жили. Когда 3 человека постоянно разговаривают по телефону с какими-нибудь родственниками, шурмят, орут, там вот болтают друг дружке, что там с чем-то поздравляют в любое время дня и ночи. Вот. Это просто ты на учебу должен ходить. Так, конечно, им говоришь тихо, на 5 минут они затихают, но через 5 минут они однозначно все равно выходят на тот привычный для них режим общения. Очень шумно, очень грязно, очень душно, отвратительное время. Честно говоря, я довел себя там, в общем-то, до истощения. Тяжело об этом говорить, честно говоря. В моем возрасте вот, жить в подобного рода условиях, по причине какой? Когда
Ты утром просыпаешься и слышишь о том, что завозится в Крым массово военная техника, что появляются десятки людей в камуфляжах. Ты ощущаешь запах корвалола в домах своих соотечественников. Мне тогда тоже было не по себе, и я у мужа спрашивала, как дальше мы будем жить в Крыму или за пределами Крыма. Муж сидел уверенно и говорил, мы будем продолжать быть в Крыму со своим народом. Когда мы услышали громкие стуки в дверь, попытки ее взломать, мы уже все поняли. ФСБ, ОМОН, автозаки, люди в масках с собаками. Маму нашу, это свекровь, я ее впервые увидела такой. Образ сильной женщины, он где-то исчез. Она очень сильно плакала, кричала и говорила: пришли, пришли, Кельделер, Кельделер. На протяжении более 4 часов проходили обыски. Помимо гаджетов ничего не нашли, причем что искали оружие, как они это говорили, в детских портфелях, в книгах, в научной литературе, в моих статьях, в религиозной литературе. Они абсолютно ничего не нашли. Наряду с его фамилией следователь зачитал еще 5 фамилий. Среди задержанных Сервер Зекирьяев, учитель физкультуры, отец 13 детей, Марлен Асанов, известный в городе ресторатор, хозяин этнографического кафе-ресторана «Солочек», Эрнес Аметов, Тимур Ибрагимов, Мемет Белялов. Это были известные в городе Бахчисарае активисты, бизнесмены, политологи, известные своей активной позицией. Я пока одела платок, на моих руках была 6-месячная Софика. Она диким криком кричала. Это была рефлексия на плач старших детей. Дети осознавали, что они расстаются с отцом надолго. По сути, за журналистскую деятельность мужа, за его освещение тех судебных процессов, которые происходили в Крыму, за его участие в общественных кампаниях по защите политзаключенных. Это и есть истинная причина. Твоя вера, твоя позиция, твоя религия и твоя активная деятельность. Мой муж неоднократно подвергался репрессиям за свою активную законную гражданскую позицию. Его и еще 5 соотечественников обвинили по статье терроризма и инкриминируют сроки лишения свободы до 20 лет, вплоть до пожизненного. За псевдотерроризм, которого никогда в Крыму не было, и сегодня его также нет. Уже насчитываются десятки уголовных кейсов, сотни административных взысканий. Более 100 детей лишены отцов, более 100 детей лишены кормильцев. Все это свидетельствует о том, что мы наблюдаем не единичные случаи дискриминации. Этот фактаж – не что иное, как репрессия всего крымско-татарского народа. Наша история гласит: следствие не смогло собрать доказательную базу, но дело передали в Ростов-на-Дону, и мужа этапировали в СИЗО-1
города Ростов-на-Дону. Это более 700 километров пути от Крыма. Это 15 часов езды. Муж говорил, я в этот момент прочувствовал то, что чувствовали наши старики, когда их этапировали в скотских вагонах из Крыма на чужбину. Были разные попытки и психологического давления на мужа. Он зачастую находился в спецблоках. А наряду с этим он проходил принудительную экспертизу в психиатрической клинике, и это не что иное, как карательная психиатрия, которую практиковал советский режим. Может быть, маленький народ, но мы народ, который не позволит, чтобы его честь и достоинство брали и кидали под ногу, чтобы его культуру и историю пытались так просто уничтожить. И мы боремся именно за это. Bizim Kırım Tatarlarga teşekkürler bildiremiz ve aytamız Kırım Tatar teslim olmayacak. Allah'ın izniyle, Allahu Ekber. Мужу вменили еще 2 уголовные статьи. Его арестовали по статье 205.5 Уголовного кодекса Российской Федерации об участии в деятельности террористической организации. Позже ему вменили еще одну статью «Захват власти в Российской Федерации». И еще позже статья 205.2 «Публичное оправдание терроризма». Адвокаты и коллеги-правозащитники называли его рекордсменом по количеству уголовных делопроизводств. Я Савельев Ираина, политзаключенный, гражданин Украины, отец 4 малолетних детей. Я буду продолжать свою мирную борьбу за правду, за право жить свободно на своей земле, где мой народ всю свою жизнь с момента его образования боролся за свое место под солнцем. Эту борьбу сейчас продолжаю я и мое поколение. Я и мои 7 товарищей находимся в екатерининских казематах за нашу активную позицию, за то, что мы не молчим, видя беспредел властей в отношении нашего народа. Также то, в чем нас обвиняют, а именно в терроризме, никакого отношения к нам не имеет. Потому что мы правоверные мусульмане, и мы не приемлем террор, в отличие от того государства, которое на сегодняшний день нас сажает в тюрьмы на длительные срока. Тем государством, которое избрало способом установления порядка этот... Я к вам обращаюсь. Не надо заставлять повторять несколько раз. Значит, в своих выступлениях воздерживайтесь от оскорбительных провокационных выражений. На самом деле меня оскорбляют, что меня террористом называют. Вам предъявлено обвинение в установленном законном порядке. Я и мой народ с этой реальностью не согласимся и не сломаемся. Нас можно убить, но невозможно сломать. Я закончу. Суд удаляется совещательную комнату для вынесения решения по делу, оглашение которого возможно 15 часов 16 сентября. — 16 сентября 2020 года Ростовский суд военный вынес вердикт в отношении Сейрана и других фигурантов данного дела. На данное заседание приехало более 600 человек из Крыма. И вот словами сложно передать, каким это было элементом поддержки. Это сильная опора, вот, которая просто не давала семьям упасть. Вас видят в экран в коридоре. Вывели трансляцию сюда в коридор. Вас видят и слышат. На процесс я тогда была допущена в качестве журналиста, и я зашла с камерой, и, получается, мне разрешили находиться не там, где слушатели, а чуть ближе к мужу. Это было порядка 2 метра. Мы с ним друг на друга смотрели, наши взгляды о многом говорили. Оглашается определение.
16 сентября 2020 год, город Ростов-на-Дону. Южно-окружной военный суд Сатай, председатель Зубаиров. И мы контактировали взглядами. Слышать приговор – это по практике всех судов достаточно сложный процесс. Я не дала ему понять, что я переживаю, на моих глазах не было слез. Я его фотографировала, снимала видео. И когда судья Зубаиров зачитывал приговор, я тогда услышала 16 лет. И я сама себе сказала: ты должна быть готова, а ты вообще готова на то, что ты через 16 лет сможешь воссоединиться с мужем. Украина достойна Реджеп Эрдоган. Сегодня не помню, какой день войны, и люди умирают, кто-то от пуль, от голода, раненые умирают в вагоне от недостатка медикаментов и ужасных условий. У нас нет времени, я не знаю, есть ли у меня завтра. Я крымский татарин, потомок Гиреев, мусульманин. До вторжения получил медицинское образование. Сейчас оказываю медицинскую помощь раненым на Азовстале. Станом на 16.04.22 находилось 463 раненых. До 20 числа их стало еще больше. В пиковых числах доходило до 600. Плотность огня была просто жесткая. Земля дрожала без остановки. Я Асан Синанджиев, мне 28 лет, жил в Каменке, город Симферополь. Был вынужден покинуть территорию Крыма в 2014 году в связи с моей проукраинской позицией, поскольку была непосредственная угроза моей жизни. С 2018 года вступил в ряды полка Азов. Во время обороны Мариуполя был старшим экипажем медицинской эвакуации. Когда бои перешли на территорию завода «Азовсталь», был задействован в роли медика на госпитале. Я заступил на дежурство в штаб на медэвак и как-то вышел на курилку. Там сидел друг Редис, друг Алына и друг Волына. Я говорю, Эрдоган, мусульмане, Кент, братуха, родственник, можете подавайте, я там запишу видео, обращение, может быть, услышит. И там на видео видно, я немного такой уставший. Умоляю вас произвести процедуру вывода всех людей, в том числе и военных, с территории Азовстали. Остановите этот кошмар. Медики, мы там спали сколько, я могу говорить за себя точно, что, поперевязывали, какая-то волна раненых снизилась, грубо говоря, там на полчасика закимарил. Потом снова раненый, все, ты проснулся, и дальше идешь работать. Привет, друг. Как ты себя чувствуешь? Приветствую. Нормально. Нормально. Если это может так назвать. Розкинув міну прямо під ноги і маю відкритий перелом. В основному 27 дирок і один перелом відкритий. Перелом, я понял. Сейчас все более-менее нормально, но в то же время тяжело, так как условия не позволяют нормально оказать медицинскую помощь. Друг, мы стараемся хоть как-то это делать.
Запах тоже там так себе стоял. Это запах крови, запах ампутированной конечности, запах гноя, запах кала, запах мочи, запах пота и огромная влажность, потому что минимум 300 человек одновременно дышат в одном помещении в подвале. И там огромная влажность. Вода из труб, дождевая частично. Хотя дождевую воду немного было страшно, потому что это же Мариуполь, Азовсталь, там с химией. Раз, два. Тогда уже где-то вот в апреле у меня, ну лично у меня, какая-то вот нотка вот дисморали уже начинала появляться. Когда корабли начали очень близко подходить к берегу, использовать корабельную РСЗО, когда начала корабельная просто артиллерия валить, когда авиация начала каждые полчаса откидывать бомбы, в принципе, там я и смирился с тем, что не сегодня убьют, так завтра убьют. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا أحد آمين. Я Шукри Рустем. Мне 34 года. Я из города Симферополь. Я вообще за свою жизнь никогда, вот то есть как меня привезли в Крым маленьким, я еще никогда не покидал территорию Крыма. Вообще, то есть ни на материковую Украину, ни на материковую Россию, никогда. Но в 2022 году был вынужден покинуть Крым, потому что я не представляю себя как российский военнослужащий. Я инженер-наводчик систем ПВО. Я 3 года проходил военную кафедру. И, то есть я являюсь офицером в запасе еще по украинскому военному билету. Но по состоянию здоровья, когда у меня в 21 год у меня случился инсульт, меня сняли в украинском военном билете, у меня стоит печать о том, что я больше не годен. А в российских документах я не получал никогда военных билетов. То есть российского военного билета у меня нету. Я его не получал никогда. Но у них ко мне трижды приходили письма с тем, чтобы я явился на сборы еще в те года. Но я понимал, что в случае мобилизации, то есть я буду в первых категориях, кто пойдет. То есть меня заставят взять военный билет и заставят потом идти на фронт. После этого я уволился и больше официально я нигде не работал. Вообще по образованию я программист. И я ушел работать на стройку, на кровлю. И вот все эти годы я проработал на кровле, кровельщиком. И как бы работали, семью содержал, жили, вообще не ввязывался ни в какие эти. Потому что я категорически был против выезда из Крыма. Я не хотел выезжать из Крыма. То есть нас все устраивало. Меня все устраивало в том плане, что я жил на родине и как бы все. Потому что, честно скажу, для многих крымских татар 2014 год остался предательством Украины в отношении нашего народа. Нас оставили 1 на 1. Я из крайне политичного человека стал вообще политичным. Мне было уже без разницы, кто и как, лишь бы мою семью не трогали. То есть вот до такой степени довели. Хотя я был всегда очень политичным таким человеком. Нас с детства приучили, мы участвовали практически во всех, какие можно было бы в Крыму были движения, там национальные и тому подобное, еще со времен Украины, Кучмы. То есть в этот момент у меня просто опустились руки, честно говоря. И
До где-то так 19-го года я вообще больше не хотел ничего слушать по политическим этим. Потому что, ну, мы восприняли, лично я воспринял это как предательство. То есть я не мог воспринять. То есть вчера мы там дрались с казаками под Верховной Радой, и тут бац, утром просыпаемся, а мы никому не нужны. Как пришла Россия? Я примерно знал, что это за страна. Если ты никак не показываешь себя в политической нише, в этой стране ты никому не нужен. Лично я для себя как человек поставил такой план. Не высовываться. И вот в июне уже начали слухи о том, что скоро начнется мобилизация в России. Я всю свою сознательную жизнь прожил как гражданин Украины. То есть я учился при Украине в школе, я закончив університет при Україні в школі. Державною мовою для мене є тільки єдина – це українська. Я не понимаю другой. То есть, ну, у меня в сознании так оно осталось. И то есть, я не мог себя воспринимать как то, что я пойду сейчас воевать за Российскую Федерацию. Я не был к этому готов. И через знакомых я узнал только один путь, это через Беларусь, через белорусско-польскую границу. Там был человек, который нам должен был помочь. Он мне позвонил и сказал, если вы послезавтра будете у меня, вы границу пройдете. Приехал домой, спросил у жены, поедем? Она сказала, поедем. В общем, наш путь из Крыма до Бельгии составил 8 дней. Мы приехали вообще, то есть никуда, мы не знали, что делать. То есть я уже сидел, уже было часов, да, уже было после обеда, я переживал, что мы сейчас на улице с детьми останемся. У нас, когда мы приехали в Бельгию, осталось $300 в кармане. Вот такие домики у нас у всех. У кого одинарный, у кого двойной. Это вот прачечная. Санузлы общие. Вот тут здесь детская площадка. Кругом щебеночка. У нас здесь дорожки. Это наш вагончик. Вот здесь мы живем. Нас переселили в Михелен. Это такой металлические домики. На каждую семью 3 на 6 домик. Удобства, кухни, столовая, все находится отдельно. То есть не у тебя, ты ходишь, то есть там нам до туалета было там 3-4 минуты ночью, под дождем нужно было детей водить. В общем, там мы еще провели в этом лагере 4 месяца. И только в конце декабря, прямо перед самым Новым годом, мы заехали уже в свое жилье. Мы нашли квартиру, которую хозяин согласился нам сдать. У нас у жены языковые курсы по 3 часа в день. То есть мы с утра отвозим детей в школу, младшую в садик, старшую в школу, и оттуда сразу едем на свои курсы. И хотел выйти на работу, а мне просто не дали, мне сказали, иди учи язык. То есть выучишь язык, хотя бы 2 курса, принеси корочку и все. То есть нам, ну, в этом плане вот так. Поехали! Ой, что одну. Сильная мама, сильная мама. Давно не виделись, да? Иншаллах, да. Это зеленый чай, да? Да. Блин, я хотел черный. Ну ладно уже, ладно. Ну, какие новости у вас? Новости все по-старому. Как домашние? Крым звоните? Крым каждый день звоним. Мать, все там, родственники. Каждый день новые новости. Ситуация?
Пока в наших районах все тихо, но там, где ближе к военным базам, к военным объектам, уже не тихо. Много я смотрю, вот с родителями общаюсь, да, я говорю, у вас там что там, как там, ситуация какая? Да не знаю, все хорошо. Да. У них там все хорошо. А у них все хорошо. Им ничего не рассказывают. Они просто удивляются, а как вы видите? Я говорю, ну, как бы есть вот с этим, мы смотрим, видим. Я специально подписан в Телеграме на группы новостей. Вот если я здесь с утра уже 15 сообщений прочитал в украинских группах, и фото, и видео, куда, что, где, как прилетело, в этих группах крымских вообще ничего нет. То есть вообще. Вот, слышишь? Смотри, ПВО наш. Вон опять, смотри. Нефтебазу. Нефтебазу. Мамулечка, давай, надо сваливать отсюда. Просто посмотрите, горит Крымский мост. Только что бахнуло 2 минуты назад. Мы живем с надеждой, что Крым будет освобожден, что Украина победит, и мы наконец вернемся к себе на родину. Это самое главное для нас. Как бы не было хорошо в Европе, вот я поездил, здесь был и в Германии, ну, во многих странах был, и во Франции был, и в странах Балтии. Крым – это Крым. Все на словах, все показушники и все, да? Вот парень, который со мной жил, семья, ему домой пришла повестка. Когда он был здесь, а ему пришла повестка домой. Кто-то ушел добровольно, есть такие, кого за эти годы уже прошла пропаганда. А кто-то, 99%, конечно же, по своей воле никто не пошел. Но есть те, люди, опять-таки, есть разные. То есть есть такие люди, которые просто финансово не могут потянуть выезд из Крыма. И если ему придет повестка, понятно, что что ему делать? У него другого выхода нету. Он там, работать ему не дадут. То есть и прятаться он вечно не может, если, например, у него семья, их же кормить надо. Он пойдет, да, служить. Как-никак, но будет служить. Может, плохо, конечно. Как говорится, не от души, но будет служить. Знаю пару крымских татар, кого призывали, и они погибли. То есть такой в группах в этих ходил, то есть звали на похороны, но, насколько я знаю, там даже на похороны особо не ходят. Я выходил с территории Азовстали 18 мая. Для меня это было символично. Годовщина депортации, и я грубо говоря, тоже депортируюсь. Они сразу спросили, кто из нас Азов. Мы сказали, мы. Он так подкрывает пачку сигарет, дает каждому по сигарете, говорит, ого. Мы выходим, приезжаем в Еленовку. Нас завели в барак, потом нас взорвали в бараке. Все, что я помню, это взрыв. Такой добротный, серия взрывов была. Потому что от ударной волны меня в кровать швырнуло и зубы немного выбило. Осколок зашел в предплечье, осколки зашли в грудь, осколки зашли в правое бедро. Я помню, мы взяли одного парня раненого, начали его вытаскивать. Лично мне повезло, что когда я выходил из барака, стена огня еще была не такая плотная. Еще такого мощного возгорания не было. И только мы вытащили этого раненого, оборачиваемся, а там уже столб пламени ого стоит. Там парни, которые внутри остались в бараке, мы слышали их крики до последнего.
парни, которые там истекали кровью, мы с себя начали снимать одежду и начали тампонировать, бандажировать раны своей одеждой, футболками, штанами, импровизировать какой-то жгут, там турникет с помощью ткани, давящие какие-то давления делать. Там была мусорка, с мусорки начали вытаскивать целлофан, чтобы симпровизировать окклюзионную наклейку, то есть чтобы на грудь наклеить, чтобы пневмоторакса избежать. Не раненых там не было. А те, кто были легкие раненые, те, кто вот остались, это 76 человек. Нас их кинули потом на карцер. В камере, где должен быть содержаться 6 человек, нас было 36. И оттуда нас увезли, ну, конкретно меня увезли на Таганрог. По степени вот жесткости, вот Азовсталь была жестко, а вот в Таганроге, ну, прям уровень хардкор. Из всего вот этого вот промежутка 2022 года я бы сказал, что вот жестко было вот в Таганроге. Я в Еленовке я начал молиться, а вот после подрыва Еленовки еще больше начал молиться. Я вот выучил, я знал вот 2 молитвы, я их вот просто по кругу молился. Смирился наверняка. Когда вот был в Таганроге, то я такой, ну, значит, здесь закончатся мои дни. Я мысленно всех похоронил, то есть в голове я попрощался со всеми. Еще написал, да? Так. Это вот он в СИЗО Новочеркасске, когда сидел. А это он нам розочку нарисовал. Ну, смотри, классно. А, это же мой блокнот? Да. Так, это он вот письмо народу писал. Мое самое любимое. Красиво вам нарисовал. Немножко мне. Да. Тоже стихотворение написал. Слушай. 4 сердечка одной души. Люблю вас всех. Я говорю вам от души. Когда мерцают звезды, или солнце свет блеснул, дождливый день, или холодный ветер дул, я помню вас, мои родные изумруды, и это помогает мне пройти сквозь каменные груды. Жизнь коротка, а дорога ее нелегка, но прохождение пути, награда, безмерно велика. Храни вас всех Аллах, пробьется свет сквозь суровые ночи. Люблю вас. Мужа перевели в СИЗО-3 города Новочеркасска Ростовской области. Многие заключенные, которые до него проходили через это следственный изолятор, и они описывали это в своих письмах, называя данное СИЗО адским местом на земле. Мужа поместили в одиночный спецблок. Он там находился более полугода под круглосуточным видеонаблюдением. Полностью сырое СИЗО, где по стенам течет вода, где обитают тараканы, клопы. Заключенные рассказывали о том, что когда они совершали молитву, они чувствовали на себе то, как мыши, крысы смотрят на них. У каждой крысы и мыши даже было свое имя.
София не была на судебных заседаниях. Она была совсем грудная, крошечка, когда его арестовали. Знала Сейрана только по фотографиям, по видео, по моим рассказам. А тут к папе едет 6-летняя девочка. Она всю дорогу, а это 2 дня пути поездом. Где же бабашкин дом, папин дом? Она вот в ее представлении, что это вот какой-то супергерой, который живет где-то в своем супердоме, и она, ну когда мы уже, где уже бабашкин дом, где уже бабашкин дом, ну когда мы уже приедем? И она видит утреннее построение заключенных, она видит сотрудников колонии с собаками, и она вот так стоит, у нее вот так вот бровки домиками, вот у нее губы дрожат, она такая, это же не бабашкин дом, это же тюрьма. И все сидим и ждем, когда же Сейран зайдет, и открывается эта дверь. Он заходит, а София сидела на кровати. Она сама вот так подпрыгивает с кровати, Салих ее вот так толкает. Иди, говорит, Софочка, ты, говорит, бабашку еще ни разу не видела. И она вот так вот подходит и его за ноги вот так вот обнимает. Так вот, и вот так поднимает голову на него и говорит, так вот ты какой, бабашка. И он ее поднимает, начинает тискать, обнимать, она с его бородкой играет. Он плакал, она его целует и вытирает слезы. И потом уже, когда мы вернулись со свидания, он мне написал в письме. Я, говорит, больше всего боялся почувствовать дистанцию между ею и мной. Я боялся, что она будет ко мне относиться как к чужому мужчине. Я, говорит, благодарю тебя за то, что ты смогла привить любовь ко мне сквозь расстояние, сквозь разлуку, сквозь отсутствие встреч. Старшие помнят Крым, где места, где играли, где жили, где отдыхать ездили. Белогорские горы помнят, ездили туда. Младшие, к сожалению, ничего не помнят. В год она переехала, она не помнит ничего. В Крым хочу вернуться. Я только там мечтаю. Больше никуда не хочется, если честно. Сам процесс — это всего лишь движение, да? Само понимание просто тяжело было. Там все, да? Все родственники. Здесь я себя чувствую, скажем так, по-настоящему нужным, потому что я здесь делаю очень полезное, я считаю, дело. Я являюсь послом моей культуры. Я делаю все, чтобы люди всего мира могли ближе узнать нас. Я всегда спрашиваю сам себя, вернусь ли я в Крым. Я думаю, смогу ли я жить с теми людьми, которые там жили раньше, которые не хотели принять меня, когда я вернулся в Крым, которые предали Украину, которые способствовали оккупации. Смогу ли я жить в этой среде? Смогу ли я жить с ними? Имею ли я право их выгонять? В Крыму я видел свою нужность,
Я реально ощущал, очень хорошо ощущал, я видел, что те студенты, с которыми я работаю, я от многих из них видел реальную результативность своей деятельности. Она была достаточно высокая, я могу здесь похвастаться. Все это очень больно смотреть, потому что понимаешь, что по-доброму я, конечно же, должен был находиться бы там. Но там я бы мог находиться только на нарах. Ну, уже месяц я здесь живу. Вот это новое место. Его я долго-долго искал. Небольшое общежитие. Здесь живет с нами 10 человек. А в принципе условия, конечно же, уже совсем не те, в которых я был. Здесь можно успокоиться, здесь можно прийти в себя. Чем я сейчас интенсивно занимаюсь, проходя одновременно еще супервизорскую психотерапию. Вот, меня в чувство приводят мои коллеги. А в Крыму очень много близких людей. Родители мои там. Так или иначе выходим на связь с ними. Вот. Но тяжело там. Тяжело с Крымом, конечно, общаться, потому что пропасть растет между нами и ними. Вот. И перспективы крайне нерадужные, это постоянно тоже заставляет задумываться. Я сижу здесь вот как на иголках, на мешке с иголками, понимаете? Вот постоянно при каждом этом, что в Крыму что-то случилось, что-то происходит, там опять прилеты или еще что-то. И я вот понимаю, что или сейчас, не дай бог, сейчас Крымский мост, он, конечно, сложится когда-нибудь, его время придет. Но я так боюсь, что это случится в тот момент, что когда мы уже не сможем попасть назад к своим родным. Ну, Крым это дом. Ну, у нас другого нету. Для меня жизнь, я понял вот в какой-то момент, что вот все. Дальше ничего не будет, и, как писал Данте Алигьери, оставь надежду всех сюда входящий. В какой-то момент у меня там глупые мысли меня начали посещать в голове. Мне говорят просто с вещами на выход. Я думал, ну все, в Сибирь. Куда еще могут отправить? И случился обмен. Я понял, что в жизни все, то, что дает Всевышний, это наказание-испытание. Ничего просто так не приходит, и если это наказание, то его нужно понести. Если это испытание, то с ним нужно справиться. Левая рука, время пошло. Ты когда будешь компонировать, ты там не поймешь. В каждом крымском татарине в генотипе заложен Крым. После деоккупации я обязательно вернусь в Крым, потому что я хочу домой. И все, это единственное, чего ты хочешь. Я всегда, когда звоню маме, если она находится в Изобильном, я говорю: мам, поверни мне, пожалуйста, камеру, я хочу посмотреть на море со стороны Изобильного. И она вот так вот поворачивает мне камеру. И вот мне для счастья достаточно на это посмотреть. То есть это настолько греет душу. Я не знаю, как это описать, но это вот как бы внутреннее ощущение Родины, наверное, как-то так. То есть у меня мечта, когда я приеду в Крым, мне кажется, что первое, что я сделаю, это я просто начну целовать землю. Это непередаваемо.
В 2019 году меня среди бела дня задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизму. Крупные мужчины, ничего не объяснив, просто затолкали меня в большую машину и не оговаривая, куда они везут меня. После данного задержания я не остановила свою деятельность. Я ее продолжаю по сей день, осознавая все риски. Наша вера, она не позволяет опускать руки. У нас всегда с нами наша надежда. Но наряду с этим мы всегда должны быть готовы к самому тяжелому, к самому сложному. Что ты там нашел? Бабашкина песню. Она включать? Ну, включи. А где ты нашел? Ömrüm kervan gibi, gece gözüm o günde. Balalıktan osken yerim, çıkmay esimden. Bahçesaray aralıkları, yaşlığım sizden bağlı. Alçak yüksek